Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о любимых парфюмах звезд. Но вначале я хочу сказать, что не так давно на моем канале завершился розыгрыш. О его результатах вы можете узнать в моем инстаграм, ссылка будет в описании к этому видео. Ну а я хочу сказать большое, огромнейшее спасибо всем, кто участвовал. Огромное вам спасибо, я правда очень и очень вам благодарна. Ну а мы начинаем. И начать сегодняшний выпуск я хочу с молодой 23-летней Билли Айлиш. Билли действительно еще очень молодая, но она уже так многого добилась. Она известна на весь мир. В ее копилке уже есть премия Грэмми, есть премия Оскар за ее музыку. Ее песни становятся хитами. Действительно, Билли имеет огромный успех, но и на самом деле она очень талантливая девушка, самобытная, оригинальная. Ее успех, мне кажется, абсолютно заслужен. Итак, несколько лет назад Билли в своем инстаграм показывала свою полочку с парфюмерией, со своими любимыми парфюмами, и о них я вам расскажу сейчас. Так, среди любимцев Билли интересный, очень такой оригинальный аромат She Was an Anomaly. Действительно, очень такой неизбитый, очень оригинальный парфюм, не похожий, мне кажется, ни на что другое. Здесь такая ассоциация библиотеки, книг, но не новых книг, не запах новой бумаги, а вот именно такой библиотечный, благородный запах старых книг, и что-то в нем есть действительно притягательное и необычное. При этом я улавливаю в нем такие пудрово-уходовые ноты. Сам аромат очень нежный, тонкий, интимный, я могу сказать. Здесь нет какого-то километрового шлейфа, но при этом он действительно очень интересный, сидит близко к коже и как будто бы подпускает к себе только близкий круг. Также мне кажется, что я в этом аромате улавливаю ноту ириса, такую пудровость ириса, но в описании пирамиды данной ноты нет. Так, в его верхних нотах зеленый танжерин, средние ноты это орхидея, ладан и слива, в базе мускус, сандал и амбра. Также среди любимцев Билли интересный аромат Another 13. И мне кажется, очень такой это универсальный аромат, на любое время года, на любой случай отлично подойдет. И я знаю, что этот аромат, он такой очень, можно назвать его даже коварным, потому что на одних он раскрывается неприятным, таким очень ярким, кричащим прямо таким мускусом, то, что некоторые называют потный мускус, так на других им повезло гораздо больше, и, видимо, в их числе сама Билли. Это мускус в его первоначальном таком звучании, в его первоначальной задумке, это аромат чистоты, свежести, нежности, чего-то очень чистого, хрупкого и такого нежного. И в самом начале он открывается такой нежной, чуть сладкой грушей, но это тот случай, когда аромат я рекомендую обязательно тестировать перед покупкой, так как непонятно, как он раскроется на вашей коже. Если же вам повезет, он будет нежным, красивым, чарующим таким ароматом чистоты, нежности, привлекательности. Его верхние ноты откроются вам грушей, цитрусом и яблоком. В средних нотах амбретта, мох, жасмин и амилсалицилат. И в базе же здесь молекула айса и супер, цеталокс, амбретолит и хелветолайт. И когда я думала, о ком же я расскажу вам в сегодняшнем выпуске, то первой, кто пришел мне в голову, была очаровательная, яркая красавица Софи Лорен. Действительно уникальная женщина. Она и в молодости была эффектно, прекрасна, так и уже в более зрелом, таком благородном возрасте. Она потрясающе красива, эффектная, статная, очень манкая, такая интеллигентная, но при этом яркая красота. Софи Лорен, мне кажется, одна из уникальнейших женщин, потому что в ней сочетается и талант, и ошеломительный успех, и очень яркая красота, ум, грация, интеллигентность, все есть в ней. Итак, в числе своих любимых парфюмов Софи называла аромат Дива от Унгаро. Аромат был выпущен еще в 1983 году, но вы можете купить его и в наше время. Мне кажется, что это отличный выбор для каких-то выходов на вечернее время. Так и он очень хорош на осень, зиму и раннюю весну. Прекрасный аромат с богатой такой очень насыщенной пирамидой. Звучит благородно, женственно, красиво, дорого. Звучит как такой настоящий, хороший классический люкс.
Это очень красивый парфюм старой школы, но звучит достаточно современно, не как старая ретро. В его верхних нотах альдегиды, кориандр, тубероза, кардамон, бергамот и мандарин. В средних его нотах роза, иланг-иланг, гвоздика, нарцисс, жасмин и корень ириса. В базе же мед, цибетин, дубовый мох, сандал, ирис, амбра, пачули, мускус, ваниль и ветивер. Ну и закончить сегодняшний выпуск я хочу прекраснейшей, молодой, яркой, очень красивой и талантливой Дуа Липой. Как я не искала в интернете информацию о любимом парфюме Дуа Липы, я нашла только ее высказывание, ее интервью о том, что она просто обожает аромат Libre версии Absolute Platinum. И здесь нужно сказать, что, конечно же, прекрасная Дуа Липа является рекламным лицом данного бренда, данной линейки парфюмов, но это может быть как и рекламное высказывание, так и действительно ей искренне, абсолютно искренне может нравиться данный аромат, и она действительно может им пользоваться. Дуа Липа сказала, что данный парфюм лично для нее отлично подходит на вечернее время для каких-то выходов, каких-то торжественных мероприятий. Тут я могу согласиться с Дуа Липой, действительно на вечер он вполне хорош и очень яркий, такой играющий аромат. Но лично по моему наблюдению, данный парфюм летом, он хорош, но он раскрывается абсолютно по-другому. И без сомнения он найдет здесь и своих поклонников. Для меня летом он такой более яркий, более напористый, более такой крикливый. Я бы сказала, что в летнем звучании это такой больше унисекс аромат. Тогда как зимой я его слышу более нежным, более таким обволакивающим, более сладким. Зимой, мне кажется, он звучит мягче, нежнее и чуть томно. И зимой, в холодное время года, мне он действительно очень нравится. Здесь такая ванильная прекрасная лаванда. В его верхних нотах альдегиды, мандарин и бергамот, в средних же нотах лаванда и цветок апельсина, и в базе амбра и ваниль. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я желаю вам хорошего дня и прекрасного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!